Всем привет! Меня зовут Мария, а это Люся и Дуся. И сегодня я расскажу вам о том, как я шила для них нижнее белье. Совсем недавно ко мне пришла вот такая вот кукла. Я покупала ее на Алиэкспрессе в дополнение к моей первой кукле из этой серии. Я была жутко рада, когда ее получила. Она просто прекрасна. Но когда я начала ее одевать, то обнаружила, что в ее аутфите кое-чего не хватает. На фотографиях этого не видно, потому что на них кукла обычно стоит. Но стоит ее посадить, как все сразу становится понятно. Первая кукла, которую я заказала, была одета в закрытый костюм, поэтому для нее проблема отсутствия нижнего белья не была такой критичной. Хотя она и станет заметной, если я захочу впоследствии переодеть эту куклу. Я решила исправить этот недочет. До этого я уже создавала нижнее белье для кукол формата побольше, поэтому общий алгоритм действий был мне знаком. Итак, сегодня я предлагаю вам вместе со мной шить для этой куклы нижнее белье. Для начала нам понадобится сама кукла и листок в клетку. Прикладываем куклу к листку и простым карандашом аккуратно отмечаем длину и ширину изделия. Конечно, мы также можем обмерить куклу сантиметром, если нам требуются точные цифры. Но я поняла для себя, что при работе с небольшими форматами мне удобнее строить выкройку без точных вычислений. По получившимся меркам строим примерную выкройку, опираясь на референсы моделей. Я хотела сделать простые детские трусики, которые будут не сильно выбиваться из образа куклы. Не забываем немного добавить расстояние снизу, чтобы готовое изделие хорошо сидело на кукле. Вот и все. Наша базовая выкройка готова. Осталось ее аккуратно вырезать, а после приложить на ткань и обвести. Для своей задумки я выбрала простую хлопковую ткань, концы которой не будут осыпаться. Делаем небольшой припуск на швы и на свободу действий, если впоследствии мы захотим подредактировать модель. У нас получаются две детали. При желании мы можем их немного подрезать, чтобы задняя сторона отличалась от передней. Все зависит от выбранной вами модели. Получившиеся детали сшиваем между собой. Я сшиваю их на машинке. И у нас получилась отличная заготовка. На этом этапе мы можем примерить ее на куклу. Если нас все устраивает, то можно обработать концы изделия вовнутрь и на этом закончить. Я хочу в дополнение украсить получившееся белье вот такой вот декоративной резинкой. Я аккуратно пришиваю ее в нужных местах. Шью в этот раз руками, потому что такую тонкую работу мне все еще сложно выполнять на машинке. И я закончила. Примеряю готовое изделие на свою куклу. Мне кажется, получилось очень хорошо. По этой же выкройке я сшила второе нижнее белье для первой куклы. По такой простой схеме вы можете сшить белье для всех кукол небольшого формата. На этом все. Всем удачи и спасибо за просмотр.